gezerdin ya. Bana bakıp biraz daha bekler misin demiştin. Ben sana hayır, benim işim daha acele demiştim ya. Yine gitsek Yakaş'a, otursak bir taşa, ağaçlara hayranca baksak, bir gece caddeye, yollara düşsek, bir şeyler çözsek, daha başka olur kaş. Bambaşka olur kaş. İşte o zaman biter. Tam olarak biter. Olur, olur, olur. Dün akşam bir kız görmüştüm. Bir dostum doğum günüydü. Ben öyle göz görmemiştim. Sanki 3 günlük ölüydü. Üstümde güller açmıştı. Dostlarım hep taşlanmıştı. Gençken güzel olan kızlar hep çok çirkin yaşlanmıştı. Ay 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 ay. Yine gitsek Yakaş'a, otursak bir taşa, ağaçlara hayranca baksak, bir gece caddeye, yollara düşsek, bir şeyler çözsek, daha başka olur kaş. Bambaşka olur kaş. İşte o zaman biter. Tam olarak biter. Olur, 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 olur.
Şakalara hiç kimse gülmedi. Ben de birkaç saat cümle kurdum. Sonra birden durdum. Yerde 100 lira buldum. Cebe attım. Kim ne derse yaptım. Ertesi gün kalktım. Para hala bende. Teşekkür ederim. 150. Yemek kartı. Мне продавец подарил мед. Как бы так я хотела купить, но он мне просто его дал. Это очень приятно. Девочки, я никогда не уезжаю из Турции без этой штуки. Это матирующий гель для волос. Когда у вас там волосики какие-то выглядывают, вы можете просто пригладить красиво вообще. И он так вкусно пахнет. Это вообще в целом продукция вот эта, она просто божественная. У меня есть еще пенка для волос. Это шикарно. Обожаю турецкие сладости и печеньки. У меня сегодня последний день в Стамбуле. Хочу ли я уезжать? Нет. Даже в Италию? Да. Но я надеюсь, сегодня я проведу хорошо. Даже не расчесалась, сразу семетом пошла. Потому что она очень любила хлеб. Очень любила хлеб. Ой, еще так пахнет. Все по классике, все по классике. Сейчас будет самый лучший АСМР, который вы только слышали. Моя любимая ярмарка цветов в Стамбуле, это в Кадыкёе. Я каждую неделю почти покупала себе здесь цветы. Каждый раз разные: ромашки, розочки, подсолнухи у меня даже были. Вот я покупала каждый раз, чтобы радовать себя и вообще просыпаться утром и пить кофе с цветами. Вообще я хожу, у меня уже там слезка потекла, тут слезка потекла. Не хочу уезжать. Знаете, у меня уже столько этих видео, Босфора, столько фоток и видео, но я каждый раз фотографирую, снимаю, чуть ли не каждый раз, когда я здесь гуляю, потому что двух одинаковых состояний Босфора не бывает, они всегда разные. Не будет двух одинаковых фотографий, двух одинаковых видео не будет, поэтому каждый раз я снимаю новое состояние. Так, вообще у меня есть еще 20 минут до парохода. Мне еще нужно пополнить карту свою. Сейчас я вам покажу, как из Кадыкёя отправиться, ну вообще сесть на пароходик, как купить, как пополнить карту. Сейчас я вам все покажу. Вообще это сама пристань Кадыкёйский лисы. Вот. И там внутри есть разные места для посадки. Так. Этот не работает. Vazgeç. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. 4 лиры. Далеко не уедешь.
И вы просто прикладываете вот так вот карту и пополняете наличку. И все. И она не всегда еще берется. Lütfen. Так, пошли на третью. İşleminiz yapılıyor. Lütfen. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart Çok yüklemeniz teşekkür ederim. gerçekleşti. Вот и все. То есть вы прикладываете сразу наличку, и все, и у вас карта пополнена. Но обязательно не убирайте сразу карту, ждите, когда у вас денежка зачислится. Это буквально там 2 секунды надо подождать. Там сами выходы к пароходикам. У меня каботаж в 16:40. Вот, в 16:40 он, поэтому у нас еще есть время. Пойдемте, не знаю, в кофейню. Я, кстати, сама туда в первый раз иду. Сейчас посмотрим. И, собственно, даже есть кофейня. Вы можете посидеть, попить чаечку, кофеечку, полистать книжки и ждать свой паромчик. Прекрасно? Прекрасно. Может, даже куплю какую-то книжку. Книжку на турецком. И вот я читала Орхана Памука из Стамбул, на русском, правда. Может, взять и на турецком. Знаете, вот, кстати, каждый раз, когда читаешь на разных языках, смысл раскрывается по-другому. То есть я читала Достоевского, например, на английском и на турецком, и воспринимается по-разному. Знаете, вообще это моя любимая книга о Стамбуле. Нравится сама биография Орхана Памука, и мне нравится одна цитата из книги. Она звучит примерно так, что «жизнь не так уж и плоха, когда у тебя есть возможность прогуляться по Босфору». И вообще я читала факт об этой книге, как он ее писал. У него был депрессивный период, там, какой-то экзистенциальный кризис, но тем не менее каждое утро в своей квартирке он просыпался, принимал холодный душ и принимался писать книгу. Я не знаю, это какой-то такой обычный, обыкновенный факт, но мне кажется таким необыкновенным. Еще у Орхана Памука есть свой музей, студия, что-то такое, где собраны его фотографии, которые он делал с балкона. То есть он делал с одного балкона разные фотографии каждый день. Безумно нравится эта книга, потому что, я не знаю, вот ты ее читаешь, и ты проникаешься. И, конечно, он писал в то время, когда еще меня даже не было, он описывал Стамбул там десятки лет назад, но, тем не менее, я каждый раз ловлю себя на мысли, что я скучаю по этому времени, даже, хотя я не жила в этом времени, я еще не существовала даже. Скорее всего, меня еще даже не зачали. Но, тем не менее, я как-то скучаю по тем временам, когда меня не было. Это очень странное ощущение. Вот. И если вы захотите прочитать книгу о Стамбуле и вообще начать знакомиться с этим городом, я вот предлагаю вам книгу Орхан Памука. Я ее очень люблю. Купить, не купить. Вообще хотела найти Назым Хикмету еще. Это мой любимый турецкий поэт. Он, кстати, писал стихи на русском языке тоже и долгое время жил в Советском Союзе, но почему-то не могу его найти. Я нашла Назыма Хикмету. Я нашла Назыма Хикмету. Fiyatı ne kadar acaba? Ленинград. Одно стихотворение написано в Ленинграде. Ташкент, Красноводск. Новое стихотворение Енишевля. Это каботаж. Прикладываете, идете. По 23 лиры проезд. Двери открывают непосредственно перед посадкой. Сразу вам дверь не откроют. Есть, кстати, 2 этажа. Вот есть внутри, тут потеплее, есть наверху. Там холодновато.
я просто покажу и, наверное, потом пойду в тепло. Потому что зимой сидеть на открытом воздухе достаточно холодно. Ну, посмотрим. Но все бегут сразу вовнутрь. Ну, Босфор прекрасен со всех сторон, но я не могу перестать его снимать. Сейчас мы поедем в Кабаташ, это в Биолу находится, вот, потому что меня туда пригласили на свидание. Мы поедем в Джихангир, это мое любимое место в Стамбуле, там много здоровских кафе, и вообще я люблю улицы, вот, и я вам тоже все покажу. И вообще это последний вечер в Стамбуле, я еще здесь, но я уже скучаю, всегда так, я скучаю по Стамбулу, даже когда я в Стамбуле. Здорово, народу нет. Потому что зима, никто не катается, во-первых, в открытом, как мы, потому что очень холодно. А во-вторых, ну, туристов зимой мало. Ну, кстати, можете представить, мы сейчас едем с одного континента на другой, с азиатской части в европейскую. Как это романтично. То есть Стамбул — город на двух континентах, буквально. У меня каждый раз какой-то эмоциональный катарсис, когда я приезжаю. Либо я уезжаю из Стамбула. В этот раз почему-то очень накрывает, потому что обычно я плакала в аэропорту. Сейчас я начала плакать уже за 3 дня до отъезда, хотя я была здесь всего 5 дней. И мне прям каждый раз безумно тяжело уезжать. Это, знаете, как будто бы вот наконец-то ты нашел свою любовь. Но нет, не в этой жизни. В этой жизни вместе вы быть не можете. Dans ederken buluyorum. Al beni eline sevgili. Seni bana geri ver sevgili. Ne olur geri dön sevgilim. Seni bana geri ver sevgilim. Так, мы пришли в Галата-Порт, я, наверное, посижу там до встречи, попью кофе, поработаю. Если вы ищете классное место поработать с видом на Босфор, то это Галата-Порт, потому что здесь какая-то большая концентрация классных мест, спокойных, где можно посидеть, поработать и при этом смотреть на Босфор красивый. Еще здесь есть куча магазинов, еще красиво украшено, вообще можно даже пофотографироваться. Здесь часто устраивают фотосессии, вот, это классное место. Архитектура очень красивая, поэтому приходите работать, шопиться, наслаждаться жизнью. Галата-Порт. Я официальный представитель Галата-Порт. Вообще из моих любимых мест здесь это Кахве Дуньясы. Там вкусный кофе достаточно. Вот. И я больше не помню, какие здесь еще места. Есть здесь куча мест, где можно вкусно покушать, посидеть с друзьями, поболтать. И выглядит очень-очень футуристично. Очень красиво, мне нравится. Я вообще люблю, когда есть какие-то вот такие огонечки. Все, я продалась, я купилась. Здесь вот такая вот большая как бы набережная. Вот, и вы идете, там знаменитый вот этот лайнер стоит. Но он на самом деле закрывает вид на Босфор с той кофейни, где я обычно сижу. Ну, не закрывает, там видно что-то, но без лайнера было бы лучше. Вот там разные лабиринтики, разные мостики, можно везде ходить, все смотреть, шопиться. Ну и плюс еще, конечно, если просто приехали как турист, то это место тоже вам будет интересно. Потому что, ну, во-первых, здесь много вкусных мест покушать, попить кофе. Во-вторых, можно красиво сфоткаться с Босфором. В-третьих, что я вам... Зачем вообще должна аргументы приводить? Стамбул, куда ни глянь, везде красота, везде красиво, везде хорошо. И елочка. Москва после глобального потепления.
елочка без снега. Я похожу сейчас по Галата-Порту, вам все-таки покажу здесь места. Я тем более особо не тороплюсь, поэтому да, сейчас все покажу. Вы можете подняться туда, можете сходить туда, что-то покушать. А это классный магазин косметики, загляните, я обожаю эту марку косметики. Здесь много знакомых вам брендов, здесь Zara, там Oysho, но я предлагаю, точнее настойчиво прошу бойкотировать Зару после того скандального поста в Инстаграме, ситуации с Палестиной. Я считаю, что это отвратительно. Так, давайте сейчас поднимемся, я вам покажу сверху несколько видов и пойдем где-нибудь сядем, попьем кофе, согреемся, покушаем и пойдем навстречу. Так празднично, красиво. Я так люблю огонечки такие. Гуляйте, фоткайтесь, кушайте, наслаждайтесь. Но одевайтесь тепло, уже похолодало. Киса-продавец. Киса-шопоголик. Не знает, что выбрать. А это еще одна киса-шопоголик. А нет, это муж, который ждет кису-шопоголика, пока та накупится. А, наверное, еще его кошелек взяла. Ну вот, вместо Зары идите в Мави. Тут классные турецкие вещички, классное турецкое качество. И мне нравится дизайн одежды, поэтому... Знаете, мне нравится, что среди этой современности проглядывает вот та старенькая красивая мечеть. Я вообще, на самом деле, люблю такое, когда современное интегрируется с прошлым. Мне нравится геометрия этого места. Красиво. Вроде все, мои дорогие. Я показала что-то. Магазины показала, шмотки. Ладно, пойдемте уже это греться, потому что тут достаточно холодно. Я извиняюсь, что это одноразово, но и просто забыла свой стакан. Ищите слово «кат», чтобы искать второй этаж. Я вам говорила, что тут все работают. Слушайте, ну он выглядит большим. Так, а я побежала навстречу. Надеюсь, что-то сниму. И тут свет. Это какое-то вообще невероятное сочетание. Это очень красиво. Я люблю Галата-Порт за этот минимализм, современность и стиль одновременно. Çok güzel. Aa güzel. Bak bak. Мы сейчас с другом сидели в этом кафе, и он говорит, что здесь сидела вся богема из Стамбула, там разные актеры, режиссеры. Лучший вид, который можно себе представить. И улочки Стамбула. Ух ты. У меня в 22:45 мой вапур, проходик, как сказать, кораблик. Мой кораблик в 22:45, стою, смотрю на Босфор и вижу вот такое.
jingle all the way. Куча людей выстраиваются в очередь вот здесь, чтобы сделать фотографию. Но это правда красиво. Это очень красиво украшено. Мне очень-очень нравится. Как вам decorations? Очень красиво. Знаете, что меня обрадовало? Я посмотрела сейчас. Оказывается, у меня самолет завтра в 11, а не в 7 утра. Я почему-то думала, что у меня в 7 утра. Но у меня будет много перелетов, я что-то перепутала. И я так рада, что завтра не в 7 утра у меня перелет. Вот, поэтому у меня будет хоть немножко времени поспать. А это еще одна моя любимая кофейня. Если будете проходить, обязательно загляните и идите на 2-й этаж. Там очень красиво. Я очень люблю Бариш Манчо. Офигенная пластинка. Ищу подарок маме. И я уже столько всего из Стамбула привезла. Но каждый раз хочу что-то новое привезти. О, я скоро туда поеду. Просто время почти полночь. Кадыкёй вообще, по-моему, никогда не спит. Я жила здесь неподалеку от этой барной улицы. Это было ужасно. Я не могла спать. Ну, это, конечно, интересно. Там все время весело и так далее, но очень тяжело спать, и вот эта вот шелуха начинается уже с 4 часов дня, ор, музыка, и тяжеловато это вытерпеть даже мне. Ну вы посмотрите, они сделали самодельные домики для кошечек и подкармливают их здесь регулярно. Сейчас просто гуляла по Кадыкёю и пила вот эту водичку. И слушала музыку. Хорошо, хорошечно. İlk geceden belliydi. O zaman neredeydin? Dün daha seni